Привет, друзья! Вы на канале «Готовим и едим дома». Меня зовут Елена. Сегодня мы будем готовить греческое блюдо. Оно исключительно делается из молодого мяса ягненка. Это в переводе с греческого означает ворованное мясо. Сегодня мясо мы украли, значит, будем готовить ворованное мясо. Да нет, это шутка. Сегодня у нас будет мясо молодого ягненка. Это очень простое блюдо, готовится из минимум продуктов, сделает любой человек, даже не кулинар, не повар. Сейчас я вам покажу, как это готовится. Это блюдо очень распространенный бренд в Греции, на Кипре, в любой таверне, в любом ресторане готовят это блюдо. С чем его подают и как вообще происходит греческая трапеза, я вам сегодня покажу все дальше. Сейчас приступим к приготовлению данного блюда. Нам мясо нужно порезать крупными кусками. Вот приблизительно такой кусок будет, вот такой кусок. Кладут крупный кусок, если вот такие куски, то 2 куска на одну порцию. Еще в этом блюде используется картофель, целиком картофель. Специи мы будем брать соль, майоран и лавровый лист. Еще нам нужна пергаментная бумага и фольга. И нужен противень. Ну, сейчас вам расскажу, что мы будем делать дальше. Берем мясо, посыпаем его солью, хорошенько вот так смазываем, посыпаем майораном, и кладем лавровый лист. У меня очень хороший лавровый лист, зелененький такой, ароматный. Сейчас я буду приправлять мясо и расскажу вам эту историю про название этого блюда – клефика. Давно-давно пастухи пасли в горах стадо овец и козлят. И пастухи были очень голодные. Один пастух говорит другому: давай украдем ягненка и набьем себе живот. Другой согласился. Они украли ягненка, зарезали его, вырыли большую яму и закопали его в эту яму. И разожгли сверху ямы костер. Когда они это стадо стали везти домой, хозяин не досчитался ягненка. Спрашивает: а где ягненок? Они говорят: в лес, наверное, убежал, и волки его съели. Хозяин поверил. Они вернулись к этому костру, раскопали это мясо и, на удивление, увидели, что мясо было приготовлено. Они попробовали его, и один сказал другому: я никогда в жизни не ел подобного мяса. Оно очень нежное, сочное и тает во рту. Другой тоже сказал: да, я тоже. И с тех пор постоянно в стаде стали пропадать ягнята. В настоящее время, конечно, никто не готовит в ямах, а готовит в специальных печах. Глиняные печи, закрывается там дверка, все замазывается глиной, и мясо очень долго там томится. Мы это будем сейчас готовить не в печке, а в духовке. Главным принципом будет у нас то, что приготавливаться оно будет 4 часа. И будет оно завернуто герметично и готовится в собственном соку. И мы посмотрим, какой у нас будет конечный результат. Вот мои куски все промазаны. Майоран, соль, лавровый лист. Теперь что делаем дальше? Берем бумагу. Берем фольгу.
Кладем вот так вот фольгу. Кладем бумагу. И кладем куски мяса. Рядышком укладываем картофель. Заворачиваем в бумагу. И сверху заворачиваем все фольгой. Получается вот у нас такой кулек. В таком виде оно у нас будет запекаться. Также проделываем с другими кусками. Ну вот у нас получились такие вот герметичные пакеты. Далее берем решетку. Эта решетка у меня из духовки. Берем противень. Противень наливаем воду. Вот приблизительно вот с ноготь. Укладываем решетку сверху. На решетку кладем наши два пакета. И сверху еще заворачиваем фольгой. Чтобы у нас влага вся была внутри, мы вот здесь вот тоже все герметично закрываем. И со всех сторон, получается, вот мы все запаковываем. И далее мы сейчас пойдем ставить это все в духовку 180 градусов на 4 часа. Вот таким образом у нас должно все получиться. К этому блюду я сейчас буду готовить деревенский салат, питу и соус дзадзика. Для этого сейчас я сорву огурчик. Он нам нужен будет для салата и для дзадзики. Такой огурчик. Сейчас посмотрю, где у меня еще там огурчики. Цветут замечательно. Скоро будем урожай собирать. Иду в дом. У меня духовка уже разогрелась. Несу готовить наше блюдо. σπλασμένο με πορές στη ζωή
μας μονάχα ανηφόρες, των ανέμων δεν λείπουν οι ώρες, ελπίδα μόνη τα δυο μας τα χέρια. Μα που κάθε σαν φτάσει η σχόλη, το τραγούδι αρχίζουμε όλοι, στις αγάπης στο ουράνιο περβόλι, και γεμίζει ο ουρανός με αστέρια. Πλασμένο με μπόρες, στη ζωή μας μονάχα ανηφόρες, των ανέμων δεν λείπουν οι ώρες, ελπίδα μόνη τα δυο μας τα χέρια. Μα που κάθε σαν φτάσει η σχόλη, το τραγούδι αρχίζουμε όλοι, στις αγάπης στο ουράνιο περβόλι, και γεμίζει ο ουρανός με αστέρια. Πικρό στον υδρότα, κάθε τώρα το ίδιο με πρώτα, να μην λέει να αλλάξει η ρότα, να φανούν και για μας περιστέρια. Μα που κάθε σαν φτάσει η σχόλη, το τραγούδι αρχίζουμε όλοι, στις αγάπης στο ουράνιο περβόλι, και γεμίζει ο ουρανός με αστέρια. Ну вот, мой стол готов. Греческий вечер удался. Ну что, будем пробовать? Начальной трапезой является, конечно, лепешка пита. Едят ее с греческой дзадзикой.
Вот мы ее вот так разламываем. У нас здесь кармашек. У меня есть видео на канале питы, чапати. Это другая пита. Это греческая пита. Накладываем на дзадзику. Слюнки уже потекли. Сочный соус дзадзика и замечательная пита. Как это вкусно! Греки любят пить вино, сухое вино. У них много растет винограда. Я подниму фужер за моих друзей, за моих подписчиков, те, кто со мной был рядом и остается рядом всегда на протяжении всего времени. И за новых друзей. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Впереди очень много интересного. Ваше здоровье! Второе блюдо – это деревенский салат, греческий салат. Это обязательное блюдо, которое готовят в Греции. Это очень вкусный салат из свежих овощей, маслин, лука и обязательно творожный сыр, фета. Его обязательно едят на все трапезы. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Очень вкусно. Это можно и есть, и есть. Мне нравится. Очень нравится. Ну и, конечно, мы сейчас попробуем наше основное блюдо. Вот оно у меня испеклось. Мы сейчас его будем доставать. И будем пробовать. Ну вот, я этот кусок выложила на тарелку. Начинаем разворачивать. Посмотрим, что там у нас внутри. Я очень переживаю. Я же не греческий повар ресторана, греческой таверни. Я обычная российская домохозяйка, которая вам говорю о разных рецептах. Но мы сейчас посмотрим, что у нас получилось. Открываем нашу капусту, которую завернули. И в итоге, что мы видим? Вау! Вау! Это великолепно! Обязательно в Греции к мясу подают лимон. Они вот так вот поливают мясо лимоном. Берем наше мясо. Вау! Косточка вся отделилась. Какое оно мягкое, сочное.
Вкусно. Ой, очень вкусно, очень. Попробуем картошку. Картошка тоже вся отлично пропеклась, мягкая, пропиталась вся соками. Ой, ой, как вкусно. Ребята, я могу сейчас час снимать. Это будет совершенно другой формат, как я ем. Мои видео в другом формате. Это очень замечательное блюдо. Вот посмотрите ребрышки. Они все целенькие, голенькие. Мясо мягкое, сочное. Посмотрите, сколько бульона. Все готовилось в собственном соку. Лепешки, салат, задзика. Ну, слов нет. Советую вам приготовить и устроить себе такой греческий ужин. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Включайте колокольчик. А сегодня пока-пока.